Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале. Потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. Я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусти уже с прошлого года. Вы помогаете нам становиться лучше, друзья. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Друзья, напоминаю тем, кто не хочет регистрироваться на Бусти или кто не умеет там регистрироваться, что есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти. Подписка стоит также 299 рублей в месяц, и обратиться за подпиской вы можете ко мне в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же, ко мне в личку, вы можете обратиться за помощью, за консультацией, за раскладом, за обрядом и за обрядовой свечой, которую мы делаем своими руками из натурального воска. То есть за обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами, а также по вопросам обучения на картах Таро и любом оракуле, который вас заинтересует, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку. Также напоминаю вам о возможности поставить лайк после 30 секунды на это видео, если оно вам действительно понравилось. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий, которые происходят на канале Энергия Таро. А сегодня с нами карта темного особняка. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о сказках. Вообще, я официально объявляю открытие новой рубрики «Сказки» по многочисленным просьбам моих подписчиков, так как сказок много, и, как вы понимаете, разбирать мы будем тайный смысл сказок, их природу, происхождение и основной посыл. Сегодня я хотела взять за основу целых три произведения для нашего разбора, 3 сказки, но, начав писать вопросы на одну из них, вдруг поняла, что именно ей я должна уделить ближайшие 50-60 минут нашего времени, ибо там есть что разобрать, друзья. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» писателя Алексея Николаевича Толстого является одной из самых популярных и любимых сказок детства, моего в том числе. Но став взрослыми и вглядываясь внимательно в суть произведения, мы порой можем докопаться до истины, которая нам даже и не снилась в самом сказочном сне. До начала разбора самого произведения мы окунемся немного в жизнь автора Алексея Николаевича Толстого, чтобы понимать основные моменты его жизни и предисловие перед сказкой о Буратино. Первый вопрос, который я бы хотела задать картам: правда ли, что Алексей Толстой в детстве читал произведение автора Карла Коллодия «Приключения Пиноккио»? Я поясню свой вопрос. Сам он говорил, что постоянно его читал, перечитывал и просто обожал это произведение, но на самом деле есть факты, доказывающие, что «Приключения Пиноккио» Карла Коллодия было переведено на русский язык, когда Алексею Толстому было 23 года. Поэтому в детстве, как он сам говорил, он читать и перечитывать эту сказку никак не мог, так как он не знал итальянского языка, или все же мог. Потому что некоторые факты говорят о том, что данное произведение было переведено на французский язык, а французским он как раз-таки обладал. Давайте узнаем, почему вообще я задаю этот вопрос, так как сам Алексей Николаевич Толстой говорил о том, что это произведение сподвигло его как раз-таки к своему произведению, написать свое произведение «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Давайте узнаем, так ли это. Правда ли, что Алексей Николаевич Толстой в детстве читал произведение автора Карла Коллодия «Приключения Пиноккио»? Так ли это или не так? Правда ли, что Алексей Николаевич Толстой в детстве читал произведение автора Карла Коллодия «Приключения Пиноккио»? Так ли это? Карта «Отшельник». Нет, не читал. Карта «Отшельника» у нас хоть и является старшим арканом, но тем не менее это карта замедления. Он мог смотреть на эту книгу, он мог пролистывать какие-то рисунки, он мог воображать что-то себе, фантазировать. Тем не менее, он ее читать никак не мог, потому что действительно итальянским не обладал. А на французский язык книга была переведена чуть позже, когда он уже был не молодым, скажем так, возрасте, ну как не молодым, 23 года, да, но он был не в детстве, не в отрочестве, не в юности, он в юности находился. Карта «Отшельника» — это карта стагнации, когда мы стоим на месте, когда мы чего-то не можем. Либо ворона, сидящая на плече, кто-то ему рассказывает про эту сказку, кто-то ему пересказывает смысл этой сказки. Вполне такое тоже может быть. То есть я могу себе предположить по карте «Отшельника», что он видел эту книгу, что он пролистывал, вполне возможно, листы этой книги, что он видел изображение этого мальчика деревянного с большим носом, и он себе вполне возможно вообразил какую-то новую сказку, другую, совершенно нелинейную, не наподобие «Приключений Пиноккио». Или, возможно, кто-то ему об этой сказке рассказал или пересказал, тот, кто знал, вполне возможно, итальянский язык. Вот здесь об этом речь, друзья.
Хорошо, ну, в детстве все дети любят сочинять, да, вполне возможно, что он нафантазировал, что он ее именно читал, такое тоже может быть. Идея самой сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» – это действительно идея Алексея Николаевича Толстого. Идея самой сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» принадлежит именно Алексею Николаевичу Толстому или кому-то еще. Идея самой сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» действительно принадлежит Алексею Николаевичу Толстому. У кого-то что-то забрали по четверке пентаклей. Либо это действительно пересказ «Приключений Пиноккио», но, друзья, «Приключения Пиноккио» совершенно отлично от «Золотого ключика» или «Приключения Буратино». Даже название, да, «Золотой ключик». «Золотой ключик» — это главный персонаж, а в «Приключении Пиноккио» все-таки главным персонажем является сам Пиноккио, мальчик, который хотел видоизмениться. Здесь видоизменяться в «Приключении Буратино» самому Буратино не нужно было. Ему нужно было открыть потайную дверь в каморке папы Карла. И здесь по четверке пентаклей я не вижу, что Алексей Николаевич Толстой именно сам написал, или это является его личной идеей, потому что здесь у кого-то что-то забрали, присвоили чужие плоды. Четверка пентаклей нам об этом говорит. Действительно ли идея самой сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» – это идея Алексея Николаевича Толстого? Еще одну карту вытянем. Да или нет? Карта императора. Карта императора здесь может говорить о том, что забрали у императора, забрали у того, кто на самом деле является владельцем истинным, да, этой сказки, если так можно выразиться, автором этой сказки. Хорошо, а если не идея Алексея Николаевича Толстого, то тогда чья это идея? Если бы у нас выпал просто император, и рядом бы выпали еще положительные карты, мы могли бы сказать, что да, действительно, автором этой сказки является сам император, сам Алексей Николаевич Толстой. Тем более он был графского рода, да, у нас. Но, тем не менее, здесь забрали что-то, присвоили себе что-то, император что-то себе присвоил. Хорошо, если сказка «Золотой ключик», идея самой сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» – это не идея Алексея Николаевича Толстого, тогда чья это идея? Чья идея сказки «Приключения Буратино»? Чья идея сказки о «Золотом ключике» и «Приключения Буратино»? Карта шута, человека, который так и не показал эту сказку, свою сказку этому миру. Шут – это человек, которого облапошили. Шут – это тот человек, который пошел не той дорогой. Или вполне возможно, он продал свою идею, да, потому что карта шута говорит о нулевом аркане, который вроде бы есть, но его не видно и его не слышно. Шут может пойти куда угодно. Шут в данном конкретном случае олицетворяет пугало. Поиздевались над пугалом, да. Карта шут говорит о том, что он, скорее всего, продал, а тот присвоил себе. Кто-то продал сказку, кто-то продал идею сказки Алексею Николаевичу Толстому. Здесь вот об этом речь, друзья мои. Хорошо. Кто заказал эту сказку Алексею Николаевичу Толстому? Почему я говорю заказал? После того, как он выпустил свою сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», сразу же эта сказка появилась на всех подмостках театров, сняли фильмы, мультфильмы мультипликационные, которые до сих пор крутят, да, в новом формате, уже только в современном более. Ни один автор, ни один писатель не имел такого успеха в те годы, тем более годы были непростые, сложные, и, как поговаривают, что он якшался самим Сталиным, да, вот здесь вот тоже интересно. Хорошо, кто заказал сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино»? В сказке есть определенный посыл, мы об этом поговорим чуть позже, друзья, вы поймете, о чем речь. Кто заказал Алексею Николаевичу Толстому сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино»? Или просто сам Толстой решил по своей собственной инициативе издать эту сказку, и никто ему ее не заказывал? Кто заказал сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексею Николаевичу Толстому? Или он просто из своей инициативы выпустил это произведение, и никто ему его не заказывал, просто оно имело такой колоссальный успех. Кто заказал? И никто ему не заказывал этой сказки. Тут, скорее всего, все-таки имело место быть то, что сам Алексей Николаевич Толстой выкупил эту сказку, очень хотел ее выпустить. Но карта справедливости еще говорит о том, что у него есть на верхушке, были на верхушке власти какие-то очень хорошие и полезные знакомства, с помощью которых он как раз-таки смог продвинуть эту сказку. Да? Здесь не могу сказать, что кто-то именно заказал, потому что у нас младший аркан выходит, десятка жезлов. Но восьмерка пентаклей, я слишком много работал, слишком много трудился для того, чтобы достать эту сказку. Он все-таки ее не сам написал, друзья, идея не его. Написал, может быть, сам, но идея не его. А карта справедливости говорит о том, что в вышестоящей инстанции кто-то наверху, кто может помочь с документами, кто может помочь с книгой, с издательством этой книги, как раз-таки помогли ему, помогли Алексею Николаевичу Толстому. Все-таки мы понимаем, что у него связи были, друзья. Хорошо. Следующий вопрос. Что связывало Иосифа Сталина и Алексея Толстого? Что связывало Иосифа Сталина
и Алексея Николаевича Толстого. Что связывало Иосифа Сталина и Алексея Николаевича Толстого? Давайте себе карты возьмем. И был ли Алексей Николаевич Толстой каким-либо образом приближен и полезен к государственной системе? Был ли Алексей Николаевич Толстой каким-либо образом приближен и полезен к государственной системе? Да или нет? Что связывало Иосифа Сталина? Дружба крепкая, да, крепкая дружба, какие-то совместные регалии, какие-то совместные успехи, что-то совместно делали, потому что тройка жезлов здесь смотреть на плоды своего труда и наслаждаться этим. Король кубков также говорит о том, что праздновали вполне возможно что-то, были на каких-то общих вечерах, на каких-то общих сборах, конференциях вполне возможно, да, очень часто, может быть, вместе как-то выпивали бокальчик вина или еще чего другого. И тройка жезлов — это смотреть на плоды своего труда, это значит, что-то совместно было у них, что-то совместно делали, какое-то совместное детище. Вполне возможно, что Сталин как раз-таки помог Алексею Николаевичу Толстому продвинуться. В плане, я имею в виду, как раз-таки золотого ключика и приключения Буратино. Хорошо, почему, вернее, каким образом он был полезен государственной системе, Алексей Николаевич Толстой? Был ли он каким-либо образом приближен к государственной системе? Но мы уже видим, что да, был. Чем он был полезен? Шестерка кубков, десятка пентаклей. Чтобы о человеке остались какие-то воспоминания, чтобы он что-то оставил для своего рода, для других людей. Да? Десятка вообще это уйти во что-то новое с какими-то новыми знаниями. Шестерка кубков — это хорошие воспоминания, когда мы вспоминаем что-то или кого-то, кто написал книги. Он нужен был для того, чтобы оставить какие-то воспоминания, какой-то след, и для того, чтобы зародить какое-то зерно после своих произведений. Вот как раз-таки «Приключения Буратино» мы сегодня будем с вами изучать. Здесь посажено огромное зерно сомнений и зерно того, почему вообще написано это произведение. Десятка пентаклей для того, чтобы люди понимали, для чего написаны эти произведения. То есть он был необходим для того, чтобы писать какой-то сакральный смысл в своих произведениях, в своих сказках. Не зря он назвал «Золотой ключик и приключения Буратино» романом для взрослых и детей. Согласитесь, звучит несколько странно, если сказка все-таки написана для детей. Десятка пентаклей — перейти во что-то новое с какими-то новыми знаниями, посеять какое-то зерно для того, чтобы в будущем люди поняли сакральный смысл его сказок и его вообще произведений. Хорошо. Почему Алексея Толстого называли «Красный граф»? За то ли, что он делал невиданные взносы в Красную армию, или в этом есть другая причина? Почему Алексея Толстого называли «Красный граф»? За то ли, что он делал невиданные взносы в Красную армию, или в этом есть какая-то другая причина? Красный граф, в этом есть какая-то другая причина. Действительно ли из-за того, что он делал взносы в Красную армию, или в этом есть какая-то другая причина, какая-то сакральная причина в этом кроется, потому что везде у нас вышли младшие арканы, здесь у нас королева жезлов, восьмерка жезлов, да, действительно он делал взносы в Красную армию, но это не говорит о том, что его из-за этого прозвали Красным графом, да, действительно его прозвали Красным графом, король пентаклей, но карта Луна у нас говорит, что в этом есть какой-то сакральный смысл. Вполне возможно, что Алексей Николаевич Толстой был вхож в масонство, об этом очень многие говорят, друзья, и об этом мы узнаем чуть-чуть попозже. Следующий вопрос. Что олицетворяет золотой ключик на гербе рода Толстых? Сейчас появится на экране, можете посмотреть. Что олицетворяет золотой ключик на гербе рода Толстых? Что олицетворяет золотой ключик на гербе рода Толстых? Что он обозначает, этот золотой ключик? Давайте посмотрим. Семерка жезлов, никого не пустим. Закрытое сообщество. Закрытое сообщество, только посвященные могут тут быть. Не пускают кого-то извне. Не пускают того, кто не подходит нам по крови, по каким-то внешним данным, по внешним каким-то признакам или идеалистическим признакам, религиозным признакам. Здесь нет места тем, да, здесь нет места тем, кто отличается от нас. Нет места тем, кто отличен от нас. Закрытое общество. Или вхожий в закрытое общество с какого-то определенного времени. По карте десятка мечей. Десятка мечей — это переход во что-то новое. Какое-то закрытое общество, друзья. Хорошо, следующий вопрос. Как раз-таки касающийся тайных знаний. Был ли Алексей Николаевич Толстой посвящен в какие-то тайные знания об устройстве этого мира? И каким образом? Был ли Алексей Николаевич Толстой посвящен в тайные знания об устройстве этого мира каким-либо образом? Или все то, что мы сейчас услышим с вами о приключениях Буратино, все это является совпадением? Был ли Алексей Николаевич
Толстой посвящен в тайные знания каким-либо образом? Конечно, карта Луна. Хорошо. Был ли Алексей Николаевич Толстой масоном? Был ли Алексей Николаевич Толстой ведущим человеком? То есть он занимался оккультизмом, возможно, черной или белой магией, или это что-то другое? Во что посвящен был Алексей Николаевич Толстой? Он был масоном, да. Он был ведущим человеком, да, или что-то другое? Нет, ничего другого здесь нет, кроме как масонства и кроме как оккультизма, да. Он был посвящен в оккультной практике, он был посвящен в черную, белую магию, знал, как с этим обращаться, и, соответственно, высоко сижу, далеко гляжу, да. Карта Солнца — просвещенный человек. Человек просвещенный, человек, у которого есть какие-то определенные знания. Вот об этом здесь речь, друзья. Теперь перейдем к самой сказке «Приключения Буратино. Золотой ключик» и ее сакральному смыслу. Есть версия, что «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» — это отсылка к Апокалипсису Иоанна Богослова, последней книги Библии и единичной в каноне Нового Завета, близкой по своему значению книги пророков. Так ли это? Действительно ли «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» — это отсылка к Апокалипсису Иоанна Богослова? Действительно ли «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» — это отсылка к Апокалипсису Иоанна Богослова? Да или нет? Так ли это? Да? Карта Луна снова выходит. Действительно, есть сакральный смысл, есть оккультный смысл, я бы даже сказала, в этой сказке. Следующий вопрос. Рассмотрим дверь в каморке папы Карла, которую возможно отворить исключительно золотым ключиком. На двери изображен Буратино, а по 4 углам от него 4 смеющихся рожицы. В книге Апокалипсиса изображен Бог, восседающий на троне, а по 4 сторонам его 4 зверя или 4 ангела. Дверь не обнаружить, не открыть не смог бы никто без особого ключа и посланника или мессии. В Апокалипсисе Иоанна говорится об этой книге, о книге Апокалипсиса, что она имеет 2 стороны, открытую и скрытую, и что скрытую сможет увидеть и открыть только Иисус, являющийся загнанным агнцем Бога. Вопрос: является ли дверь в каморке папы Карла в золотом ключике и приключения Буратино отсылкой к книге Иоанна Богослова? Является ли дверь в каморке папы Карла в золотом ключике и приключения Буратино отсылкой к книге Иоанна Богослова и как раз-таки вот к отсылкой к этому изображению, да, Бога, восседающего на троне, и по разным углам его 4 зверя? Действительно ли является дверь в каморке папы Карла отсылкой к этому изображению в книге Иоанна Богослова? Да или нет? Карта пятерка жезлов. Спорно. Спорно. Есть какие-то моменты действительно из этой книги, именно конкретно опять Луна входит у нас, да, уже 3-й раз, именно конкретно данный сюжет. Да, он имеет место быть, он имеет отсылку именно к сюжету, где Бог восседает на троне, но здесь есть еще какие-то спорные моменты, которые пришили белыми нитками к приключению Буратино, друзья. Но вот именно конкретно данный момент, где Бог восседает на троне, по углам его 4 рожицы, здесь либо говорится о том, что как-то неправильно изобразили в приключении Буратино, то есть не так, как было в Апокалипсисе. То есть нужно было изобразить как-то по-другому, чтобы люди до этого быстрее догадались, я так понимаю. Здесь вот об этом речь. Хорошо. Отца Пиноккио, это итальянский прототип нашего Буратино, звали Джузеппе, что сокращенно Джозеф или Иосиф. Иосифом звали земного отца Иисуса, который был плотником. Плотник сделал из полена Буратино, то есть, по сути своей, произошло непорочное зачатие. Вопрос: является ли сам Буратино в сказке прообразом Мессии или Иисуса? Является ли сам Буратино в сказке о приключениях Буратино прообразом Мессии или Иисуса? Является ли сам Буратино в сказке прообразом Мессии или Иисуса? Карта пятерка кубков. Карта справедливости. Мессия, который не довел до нужного финала, или как лже-мессия, друзья. Мессия, который, да, действительно должен был открыть эту потайную дверь, но эта потайная дверь не принесла ничего людям, кроме того, что на свет выпустили каких-то существ, которые не должны были находиться в этом мире. Карта паж жезлов. Это мессия, который еще только начинает свой путь. Мессия, который еще глуп, слишком глуп, чтобы показать этому миру настоящую справедливость. Слишком мал для этого. И достаточно умен для того, чтобы открыть дверь золотым ключиком. Вот здесь вот об этом говорится. Да, действительно, он был мессией по карте справедливости. Да, действительно, паж жезлов внес какие-то тайные знания, которые должен был открыть этому миру. Тем не менее, эти тайные знания не столько положительно повлияли на
людей, сколько отрицательно и негативно. Что-то выпустили из этого театра, так как театр находился в самой бездне, в каморке папы Карла. Вот об этом здесь говорится, друзья. Что-то он выпустил не то из этого театра. Да, какие-то иллюзии, какие-то фантазии по семерке кубков, искушения какие-то, или, возможно, несколько грехов, 7 страшных грехов. Как раз семерка кубков здесь говорить о 7 страшных грехах, друзья мои. Выпустил 7 страшных грехов из каморки папы Карла. Мессия, который еще не дорос до Мессии, но тем не менее, да, прообразом Иисуса можно назвать Буратино. Является ли совпадением то, что фамилия главного героя в советском фильме про Буратино Иосифов? Специально ли актера подобрали по фамилии, или это произошло случайно? Является ли совпадением то, что фамилия главного героя в советском фильме про Буратино Иосифов, Дмитрий Иосифов зовут актера? Специально ли актера в Буратино подобрали по фамилии, или это произошло чисто случайно? Увидели, да? Тут я не могу сказать, что прямо они специально должны были подобрать по фамилии Иосифов. Просто увидели, и они подумали, ну ничего себе, какая удача. Какая удача. Такое встречается редко, не часто такое встречается, да? Не часто такое найдешь. Трудно сыскать, днем с огнем не сыщешь. Да, нужно брать в работу. Не могу сказать, что прям специально искали, друзья, несмотря на то, что оккультный смысл есть, библейский смысл есть в этой сказке по поводу Иосифа, да, по поводу как раз-таки Иисуса. Здесь нет такого, что искали специально этого актера. Следующий вопрос. Почему только одним единственным золотым ключиком можно было открыть дверь в каморку папы Карла? Здесь небольшая отсылка к ключу Давида. Давидов ключ – это полнота власти во святом городе, право всем распоряжаться и всем обладать. Выражение встречается в книге Исаии. «И ангелу Филадельфийской церкви так напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Вопрос. Является ли олицетворением ключа Давида золотой ключик в сказке? Является ли олицетворением ключа Давида золотой ключик в сказке про приключения Буратино и золотой ключик, собственно? Является ли олицетворением ключа Давида золотой ключик в сказке про Буратино? Четверка мечей. Карта колесница, да, то, что никто не может отворить, то, что закрыто ото всех, то, что стоит за холодными высокими вратами, и кто-то их охраняет. Только ключик по колеснице может отворить эту дверь. Отсылка верная, друзья. Друзья мои, следующий вопрос. Что в сказке «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» олицетворял сам театр, скрывающийся за дверью в каморке папы Карла? Что в сказке «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» олицетворял сам театр, скрывающийся за дверью в каморке папы Карла? Что олицетворял сам театр? Что-то скрыто, что не должно было выйти наружу, что не должно было обрести новую жизнь, но обрело ее с помощью как раз-таки этого открытия, да, открытия этой двери, да, то, что должно было быть в заточении какое-то время. Паук, который плетет свою паутину. Император-паук, который плетет свою паутину, который долгое время находился в заточении, который не должен был видеть новую жизнь, но тем не менее обрел ее, как искушение какое-то, как сам дьявол. Самого дьявола раскрыли и открыли, и выпустили из этой каморки. Что-то дало, как раз открытие этой двери дало начало новой жизни. Некому императору, который многое себе позволяет, который находился в подвешенном состоянии. Как, знаете, как что-то темное, как сам дьявол скрывался в этой каморке, и его выпустили к людям. Хорошо. А кого олицетворяют куклы в сказке про приключения Буратино? Кого олицетворяют сами куклы в сказке про приключения Буратино? Кого олицетворяют сами куклы в сказке про приключения Буратино? Перемены. Перемены, яркие перемены, трансформация. Как знаете, как выпустили дьявола, и все дозволено людям стало. Все дозволения. Смогут ли люди управлять этой вседозволенностью? Трансформация людей не в лучшую сторону, несмотря на то, что вроде театр был открытый, куклы пошли к Буратино в театр, стали там играть, стали лучше себя чувствовать. Вот эта вседозволенность людям мешает. Выпустили дьявола, выпустили пороки человека, друзья. Перемены не в лучшую сторону. Интересно, что сам театр кукол, где выступали куклы и Буратино, назывался «Молния». Вот как раз про вседозволенность сейчас, да, и про дьявола, которого выпустили из клетки.
Немного из Евангелия от Луки. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Почему название кукольного театра дали именно такое? Почему название театра кукол было «Молния»? Почему назвали театр кукол «Молния»? Связано ли это как-то с приходом дьявола или антихриста на землю? Или каких-то грехов человеческих? Почему театр кукол, где выступали сами куклы и Буратино, назывался «Молния»? Связано ли это как-то с сатаной действительно? Верховная жрица. Карта тайных знаний. Карта тайных знаний, которые люди растеряли когда-то. Да. Молния — это тайные знания. Молния — это демиург, который управляет нами через искусственный интеллект в нашей матрице. Это связано с сатаной, это связано с искусственным интеллектом. Грубо говоря, сатана тот же самый демиург, да, и наши знания открылись знания куклам. Куклы получили новые знания, вот эту вседозволенность. И вот эти грехи человеческие, они пали на землю. Понимаете, да, о чем речь? Если не понимаете, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Сейчас на этом подробно останавливаться не будем, друзья. Тайные знания, которые были когда-то и которые люди растеряли. Тайные знания, полученные от демиурга. Да, которые когда-то растерялись в миру. Кстати, обратите внимание, что Бог восседает на троне, по 4 сторонам его 4 зверя. Тайные знания, полученные от Бога, растерявшиеся когда-то. Когда инквизиторы убивали ведьм, когда палачи казнили ведьм. Эти тайные знания вылились наружу. В этом названии молния. Молния — это тайные знания, друзья. Разберем еще одну не менее значимую фигуру в сказке и подытожим, наверное, друзья. Потому что много можно разбирать в этой сказке. Тут есть еще Лиса Алиса, Кот Базилио. Если хотите, разберем в следующей части. Пожалуйста, напишите, как вам вообще интересны ли сказки, хотите ли следующую часть, какие сказки вы хотите изучить с точки зрения вот карт Таро, да, чтобы мы на Таро их разобрали. Разберем еще одну фигуру. Это Карабас-Барабас. Кого в «Золотом ключике» и «Приключении Буратино» олицетворял сам Карабас-Барабас, императрица? Кого в «Золотом ключике» или «Приключениях Буратино» олицетворял Карабас-Барабас? Та, что дает, и та, что плодородит. Природа, которая плодородит. Хранитель тайных знаний, хранитель ключа, хранитель тайных знаний, природа, которая плодородит. То есть именно от этого человека какие-то плоды, да, то есть какие-то плоды мы получаем, то, что плодородит, то, что дает свои плоды, то, что он хранит. Хранитель хранит то, что дает матушка земля. Вот, друзья мои, не совсем правильно, да, выразила сначала. Кого олицетворяет Карабас-Барабас в сказке? Хранителя ключа, хранителя знаний, которому тяжело свои знания скрывать, который хочет со многими поделиться. Неправильный хранитель. Что-то в этом хранителе есть неправильное. Хранит то, что дала сама матушка земля. Хранит то, что дало это мироздание. Он как хранитель выступает. Густая его длинная борода тоже об этом говорит как раз. Хорошо, а почему по пятам за Карабасом-Барабасом ходил Дуримар, продавец пиявок? Кстати, Дуримар переводится как глупая смерть. Дурия глупый, мор — это смерть. Почему по пятам за Карабасом-Барабасом ходил Дуримар, продавец пиявок? Как собиратель душ. Собиратель душ невинных в одну какую-то колбу, в какой-то один сосуд. Он там тоже собирал пиявки, кстати говоря, друзья, в мультфильме он собирал пиявки. Этот хранитель ключей, а этот собиратель душ. Они должны быть вместе. Хранитель тайных знаний и тот, кто собирает души невинных. В конце концов он все растерял. Почему? Потому что в конце ему отрезают бороду, да, здесь отрезанные косички, тройка мечей, предательство самого себя. И страшный суд произошел над самим хранителем, потому что он не смог удержать тайны и не смог удержать у себя золотого ключика, растерял свою удачу, не прошел свою какую-то кармическую задачу и какой-то путь на земле. Он как хранитель этого ключа не смог эту тайну у себя сохранить, скажем так, да, и потерпел поражение в конце концов. Он не должен был, и никто не должен был открывать эту дверь в каморку папы Карла. Главный смысл сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», который автор хотел донести до читателей. Главный смысл сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», который автор хотел донести до читателей. Каков главный смысл сказки? Не идите на поводу у своих эмоций. Если вам все дозволено, это не значит, что этим нужно пользоваться. Друзья, здесь об этом говорится. Карта Иерофант говорит, что тайна. Должна быть какая-то тайна, должно быть что-то сакральное. Вот она тайна, вот она луна и Иерофант.
Сакральное должно храниться там, где оно хранится. И не идите на поводу у своих эмоций. Карты говорят о людях, о том, что весь наш мир – это театр, и люди в нем актеры, да? И о том, что люди идут на поводу у своих эмоций очень часто. Очень часто вседозволенность, она приводит к погибели в любом случае. Сказка у нас закончена положительно, но тем не менее там дальше, если раскручивать сказку, то можно узнать, что люди, которые узнали, что такое вседозволенность, и безнаказанность, и настоящая эйфория от того, что они имеют, от того, что они могут сейчас, это может привести к необратимым последствиям, друзья. Вот здесь об этом речь. Может быть, так немножко запутанно мы сегодня с вами, да, прошли по такой немного запутанной истории этой сказки. Какие вы знаете истории, сакральный смысл этой сказки, расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, мне интересно тоже послушать. Разберем с вами какие-либо другие сказки, пишите, пожалуйста, какие сказки вам интересны, друзья, пишите вопросы именно конкретно по этой сказке, по приключению Буратино и Золотом ключике, может быть, по приключению Пиноккио, тоже похожий, да, на Буратино, но смысл просто разный. Я сделаю короткие видео на ваши вопросы. Я вас очень люблю, друзья, и до новых встреч!